Друзья мои, давайте вначале разберемся, как же живет агент по образованию. Это определенный стиль жизни, стиль быта, с которым нужно, ну скажем так, примерить который на себя. Вот сейчас на слайде вы видите стиль жизни агента. Я презентацию составляла буквально за пару часов, писала прямо по себе. Вот как у меня все происходит, так я и писала в презентации. Так как я уже агент с 15-летним стажем, могу вам поделиться своим опытом, и поэтому, наверное, вот по нему и составляла все слайды, которые у нас сегодня есть. Итак, как же живет агент по образованию? Ну, во-первых, это работа в свободном графике. Свободный график подразумевает как то, что ты можешь работать и час, и два в день, а можешь и 20 часов в день. Зависит от тебя, от твоего настроя, от того, насколько ты настроен на победу и какую цель ты перед собой ставишь. Ну, конечно, сразу мы понимаем, что агент, он работает не на дядю, он работает на себя. Это свой собственный бизнес за свои собственные цели. Бесконечное множество вариаций путешествий откроется перед этим человеком. То есть я писала по себе, то есть рассказываю, вот как я живу. Я работаю в свободном графике, это мой собственный бизнес. Что, собственно, и у вас будет, если вы станете агентом по образованию. Бесконечно путешествую, как уже сказала, переезжаю на зимовку в Индию на ближайшие 2 месяца. Это возможно только если ты абсолютно свободный человек, который организовал себе работу так, как скажем, тебе в удобное для тебя время. Участвую в бесконечное множество в международных конференциях. Также и у вас будет, вы будете участвовать в международных конференциях, выступать на образовательных выставках, участвовать в этих образовательных выставках. На самом деле это обязательная история, если ты хочешь популяризировать свой собственный бренд и искать больше студентов, то есть новых студентов привлекать и промоушен своего имени делать. Обязательно будут встречи с университетами, очень много коммуникаций, как от рядовых рекрутеров в самих университетах, менеджеров приемного отдела, так и до ректората. То есть у вас будет огромнейший круг знакомых, с которыми вам нужно общаться. Не только же со студентами и с их родителями, но еще и с университетами, и с организаторами выставок, и с разными директорами учебных центров и так далее. То есть это большой круг коммуникаций перед вами откроется, который будет вашей, ну скажем так, бытовой рутиной. Итак, встречи, конечно, с вузами, личный бренд, прокачка личного бренда и создание своего собственного уникального имени. Это то, как, над чем мы работаем каждый день. И благодаря советам агента люди принимают одно из главнейших решений в их жизни. То есть человек, который едет учиться за рубеж, он принимает осознанное решение, не просто выбор профессии, не просто выбор университета, но также и смена страны на какой-то период времени или, возможно, смена страны как трамплин, чтобы ехать куда-то потом дальше работать или жить. Надеюсь, вы понимаете всю важность этого человека ввиду его ответственности, но есть и бонусы ввиду того, что ты становишься экспертом, ты начинаешь, твое мнение действительно имеет место и роль для людей, которые обращаются к тебе за советами. Ну, есть и плюсы, то, что ты работаешь на себя, ты работаешь в своем графике, ты бесконечное множество времени путешествуешь. И, безусловно, любой бизнес, он успешен и долговечен только если есть большая цель и если есть большая миссия. Это моя миссия и цель, которую я перед собой ставила 15 лет назад, и она ни капельки не поменялась. Единственное, только масштабы растут и территории увеличиваются. Надеюсь, я с вами ей поделюсь, и вам это будет тоже интересно. Есть агенты разные, есть люди, которые идут в этот бизнес только для того, чтобы зарабатывать денег. И это нормально, то есть зарабатывание денег – это нормальная тема. Но все-таки, чтобы шло это долговечно и чтобы ты действительно был востребованным специалистом, должна быть какая-то еще и общая глобальная цель. Вот у меня она такая: помочь большему количеству молодых людей по всему миру обрести будущее и карьеру, о которой они мечтали.
Почему большему количеству? Потому что, вы уже многие знаете наверняка, что у меня более 7400 студентов, которые закончили высшее образование и, конечно, построили свою карьеру. Кто-то открыл бизнес, кто-то хорошо устроился, кто-то родил детей, женился и так далее. То есть я большой круг и цикл студентов уже видела, и я, поверьте, не останавливаюсь. Хочу, чтобы было больше, дальше, шире, больше территорий и так далее. И почему обрести не просто образование, о котором они мечтают? Образование – это всего лишь трамплин. Это всего лишь вы советуете трамплин для того, чтобы он в итоге оказался в другой стране, для того, чтобы он в итоге построил, понимаете, свою карьеру. Очень важно, от вот этого принятого решения зависит страна, опыт, практика, люди, которые попадут в его жизнь. То есть все зависит от этого решения. Понимаете? И очень важно для нас с вами действительно советовать качественное образование и подходящую страну для человека. Бывает так, что человек приходит и говорит: я хочу жить в Англии, но эта страна ему совершенно не подходит. И вот наша с вами миссия ему донести более подходящие и лучшие варианты для него, для того, чтобы он в итоге реализовался как специалист. Вы же понимаете, что, поступая учиться на инженера, этот человек, возможно, потом будет авиационным инженером. Возможно, он будет строить самолеты, в которых будут летать наши с вами дети. И, соответственно, их выживание и качество их жизни зависит от того, насколько качественно он соберет этот самолет в итоге. Точно так же медики и так далее. То есть мы с вами стоим у истоков людей, которые пишут историю, то есть которые потом после своего образования будут писать историю. И это очень важно, на мой взгляд. Мне кажется, мы должны точно понимать, что мы делаем. Как минимум, наша задача с вами – это подобрать университет, подобрать программу обучения, страну обучения, зачислить этого студента на программу обучения, потому что бывает так, что ребята приходят с меньшим навыками, с меньшим уровнем, скажем, соответствующих факторов для поступления в какой-либо университет. Вот наша задача укомплектовать его профиль так, чтобы вуз его принял на обучение. То есть мы должны еще и разглядеть вот этот потенциал в студентах. Конечно, мы оформляем визу в страну обучения, делаем адаптационную поддержку в случае необходимости, оформляем вид на жительство и так далее. А наш успех с вами меряется количеством довольных студентов, которые начали обучение в иностранных вузах. Я надеюсь, вы понимаете всю эту связку и как вместе это сходится. Итак, смотрите, полный цикл студента, как раз-таки давайте поймем вот меру успеха, да, это количество довольных студентов, начавших обучение в иностранных университетах. Но нам нужно понимать, когда цикл студента для нас заканчивается, то есть когда работа начинается и когда работа заканчивается. Вот здесь вот такая траектория у нас нарисована. Первое, мы проконсультировали студента, все ему подобрали, то, что я рассказала в предыдущем слайде, оформляем этого студента в систему, помогаем ему получить визу, вид на жительство. Делаете вы это сами или вы даете консультацию, зависит только от вас. Это мы за время агентологии, во время обучения научимся с вами. Вы сами решите, вы хотите помогать ему с этим, мы вам дадим все навыки и знания, либо вы хотите просто проконсультировать, и пусть он сам идет в посольство, сам оформляет себе визу. Просто цена ваших услуг будет зависеть от того, сколько услуг вовнутрь вашего сервиса вы положите, и вам решать, захотите ли вы на этом дополнительно зарабатывать или нет. Безусловно, когда студент оплатил обучение и студент улетел, то есть он прилетел в ту страну, где он будет учиться. Если это студенты на дистанционную форму обучения, классно, вы все равно будете иметь услугу за зачисление, и вы все равно получите комиссионное вознаграждение от университета за то, что вы привлекли туда студента. Но при этом, при всем, у вас уходят 3 последних блока. Не надо оформлять визу, не надо оформлять вид на жительство, не надо следить за тем, чтобы он прям вылетел и достиг пункта назначения. И тогда все равно тоже считается, что его цикл окончен и услуга с вашей стороны выполнена, и от вас, соответственно, больше ничего не ожидают.
Вот смотрите, для того, чтобы делать всю эту работу, надо обладать определенными навыками, надо быть действительно профессионалами и специалистами. И вот за время программы агентологии я вам дам весь сгусток навыков, которые необходимы для того, чтобы мы были успешны в этой профессии. Но если даже вы не пойдете на агентологию, но хотели бы быть агентом по образованию, вот такие вот навыки, как маркетолога, консультанта, обязательно продавца, все в нашей жизни продажи, продавца нужно иметь. Также нужно иметь навыки адмишн-менеджера, работы с документами, оформления профиля студента. Надо быть визовым специалистом, потому что нужно понимание, в какую страну, что, как нужно оформлять, что ожидает посольство, какие документы, в каком виде. Миграционный специалист, где какой вид на жительство, где он дает разрешение на работу, где он не дает разрешение на работу, какие анкеты, в каком виде надо заполнять. Когда мы с вами только встречаем клиента, очень часто студенты неопределенные, то есть нам надо научиться быть и профориентологами тоже. Нам нужно научиться читать, считывать людей и под это подбирать ему учебную программу, потому что часто бывает, что они максимально неопределены, они не знают, что им нужно. Вот. Ну и, конечно, проектный куратор, то есть весь ваш бизнес это и есть проект, и каждый приходящий к вам студент это проект, и вы потом годами наблюдаете за их успехом, и этот проект осуществляется вместе с вами. А если, как говорится, вы хороший человек и искренне ему хотели помогать, и искренне ему помогли, вы еще остаетесь и друзьями, и товарищами на долгие годы вперед. У меня есть ребята, с которыми я дружу, отправляла их на учебу в 2008 году, и они до сих пор тоже расселились уже дальше по Европе. Мы встречаемся на какие-то праздники, на их большие семейные события, там свадьбы, рождение детей. И это невероятное благо видеть, как вы стояли у истоков, скажем так, их успеха. И это очень круто. Каждый из вас может иметь такую возможность. Ну и как вы видите, да, я описала, что вам, грубо говоря, надо чуть ли не 8 специальностей иметь. Вы такой будете универсальный солдат, который сможет порешать любые проблемы и сможет быть успешным в этом бизнесе. Но все это никуда не годится, если у вас нету определенных навыков внутри, навыков характера, внутренних установок. Ну, для начала, чтобы быть успешным и долгие годы сохраняться в этой профессии, необходимо любить людей, друзья мои. Без любви к людям в нашей работе ну никак. Также обязательно нужно развивать в себе чувство эмпатии, то есть, может быть, его у вас и нету, но его развивать обязательно нужно. Нужно уметь чувствовать людей, то есть, когда они к вам приходят, они приходят за помощью, вы его, то самое связующее звено, вы тот человек, который направит его, поможет, убережет от опасностей, и поэтому, конечно, нам надо уметь чувствовать людей, чувствовать, считывать его внутренние эмоциональные, скажем так, установки, чтобы максимально его обезопасить, уладить и сделать для него лучший выбор. Кстати, во время программы я учу вас чувствовать людей, распознавать их мысли. Там даже можно, я дам техники, которые просто вы внедрите себе в обычную жизнь, и после этого вы вот будете видеть человека, и через 10 секунд вы будете знать, какой он, чего он опасается, и как с ним лучше разговаривать. Даже списки слов вам дам, с которыми лучше с ними общаться, для того, чтобы он вам больше мог доверить, и он с вами шел дальше и оформлял у вас этот пакет услуг. Но, безусловно, надо иметь навыки усидчивости, то есть мы с вами работаем с документами, мы работаем с судьбами, от того, как мы заполняем анкеты, зависит их будущее. Поэтому здесь, да, я буду уделять тоже очень большое внимание документам, как должно выглядеть. Мы даем инструкции, но вы и сами можете этому научиться, безусловно, просто потребуется больше времени.